Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать и рассказать, как самостоятельно можно построить вот такой универсальный хозблок размерами 6 на 3 метра. Почему универсальный? Потому что данный проект можно использовать и как хозблок, и как мастерскую, и как баню, или даже как мини-домик. Все зависит от ваших потребностей. Располагайте как угодно внутренние перегородки, окна, двери, и будет то строение, которое вы хотите. Я убежден, что такое строение может построить любой желающий, имея самый простой базовый инструмент, такой как шуруповерт и пила. А поможет вам в этом подробный чертеж, который я самостоятельно нарисовал в программе SketchUp и разместил в своем телеграм-канале. Если у кого-то программы SketchUp нет, то также будет файлик в PDF, обычный документ, все подробно расписано прям до мелочей. Думаю, будет многим полезно. Итак, начнем. Для начала заказал материал, а именно купил 12 цементных блоков и 2 куба доски 50 на 100. Идея такая: нужно сделать помещение, чтобы туда все можно было складировать, так как в данное время в качестве такого склада используется мастерская, и работать в ней уже невозможно. Блоки нужно расставить на одном уровне. У меня есть небольшой перепад, поэтому в одном углу блок прикапан, а в другом немного поднят с помощью подсыпки из песка. Проще всего сначала расположить угловые блоки и прямо по месту собрать обвязку из досок. У получившегося прямоугольника выравниваем диагонали и фиксируем сверху по углам досками, чтобы диагонали не убежали, пока мы будем равнять блоки и вообще будущую постройку. Я расположил прямо от соседского забора, отступив на 1,4 метра, хотя по закону можно отступать всего метр для таких хозпостроек. Далее расставил остальные блоки, равномерно распределив их на все пятно нашей застройки. Далее сразу напиливаем доски для лак-пола, проставок и даже длинных стен. Благо приехал друг помочь мне в этом вопросе, а вдвоем время строительства сокращается не в 2, а минимум в 3 раза, потому что одному просто не хватает рук и нужно изобретать, как что-то банально придержать. Но и одному можно все это делать, просто будет подольше. Так мы не спеша уже собрали обвязку пола с лагами. Решил сделать лаги пола именно в обвязке, чтобы сделать уровень пола ниже, и плюс это сэкономит немного доски. Утеплять тут я ничего не буду. Конструкция в таком виде получилась прочная, низ пола будет продуваться и не сгниет. Далее сразу делаем платформу пола, чтобы получить полноценный черновой пол, а в данном случае он же чистовой, по которому спокойно будем потом ходить и собирать стены, не боясь споткнуться и разбить себе лоб. Для пола использовал строительные плиты Quick-Deck толщиной 22 мм. Они прочные, с ними удобно работать, так как имеется шип-паз, и у меня осталось от строительства дома достаточное количество плит. По итогу получаем вот такую платформу, на которой тут же раскладываем и сбиваем будущую стену. Стена выполняется по стандартной каркасной технологии с шагом стойк 590 мм, с укосинами от 40 до 60 градусов. Укосины из доски 25 на 100. Так как я с напарником, то поднять ее достаточно легко. Фиксируем стену временными распорками и уже сразу готовим платформу для сборки следующей стены. Собираем вторую стену по похожему принципу. И вот стоят уже 2 стены на готовом полу. Заняло это полдня работы. Далее я работал уже один и решил собрать крышу, поэтому готовлю стропила. 3 крайние слева и справа будут с пропилами под кобылки, так как выносы по краям будут по 60 см, а крайним стропилам надо как-то держаться.
поэтому используется такой узел. Эти пропилы сразу сделать решил на земле. Доски надо расположить на одном уровне, притягивая их другой доской, чтобы никуда не убежали и были как раз таки в одном уровне. Способ удобный, если нет под рукой струбцин. Далее приступаем к монтажу этих крайних стропил. Шаг между стропилами такой же, как и у стоек стен. Это важно, чтобы правильно распределить нагрузку с крыши на стены. Для начала монтируем стропила над малой стеной. Далее та, которая внутри каркаса. И после монтажа кобылок монтируем и выносное стропило. Повторяем то же самое на другой стороне. Остальные стропила монтируем обычным способом, с тем же шагом. Между стропилами монтируем проставки для общей жесткости и для закрытия пустот между стропилами. Далее, по плану монтаж нижней и верхней обвязки боковых стен. Эти стены, на мой взгляд, проще собирать уже по месту. Так точно не ошибетесь с размерами. Нижний обвяз прикручиваем сразу к полу, а верхний к стропиле. Стойки размещаем по месту, а уклон пропила проще всего сразу выставить на пиле, если она есть, и пилить сразу под нужным углом. Если такой пилы нет, то можно это сделать хоть ножовкой, хоть цепной пилой, предварительно сделав разметку. Также в боковые стены делаю укосины, по тому же принципу. Единственное неудобство – сделать выпил в нижнем обвязе. Реноватор мне тут сильно помог, а так это можно было бы сделать цепной пилой или стамеской. Хочу показать, как с помощью угольника Свенсона и уровня разметить точную вертикальную линию. Просто кладем уровень на угольник, как на видео, и поднимаем угольник до тех пор, пока он не будет в уровне по горизонтали. Именно таким способом я разметил стропильную ногу для монтажа лобовых досок. Остальные ноги я размещал уже с помощью вот такого шаблона, который я изготовил на основе подрезанной ноги. Очень простой в изготовлении и экономит кучу времени. С помощью шаблона вы получите одинаково размеченные стропила. Так мы получили достаточно прочную, односкатную и с хорошими выносами по всем сторонам крышу, которую тут же застилаем. Тут у вас есть несколько вариантов. Либо можно смонтировать обрешетку и сверху стелим металлочерепицу. Либо, как я, застилаем все плитным материалом. У меня это тот же Quick-Deck, только 16 мм. Как я говорил, у меня остался от стройки дома. А потом уже на него планируется монтировать мягкую черепицу. Да, это удорожание проекта, но хотелось уже сделать все в одном стиле, так как в мягкой черепице и дом, и мастерская. Тут совсем кстати оказались плиты Quick-Deck, так как я их спокойно закидал на крышу один. Далее на стены монтируем либо имитацию бруса, либо, как вы уже поняли, плитный материал. Тут у меня остатков Quick-Deck осталось всего на 2 стены, остальные пришлось докупить. Для финишного покрытия планирую использовать фасадную плитку, либо можно просто покрасить фасадной краской. Так как хозблок будет использоваться для хранения и быстрого доступа к садовой сезонной технике, то был сделан трап. По нему летом удобно загонять косилку, а зимой снегоуборщик. Для быстрого доступа хозблок разделен на две части. Первая закрытая с отдельной дверью, а вторая часть открытая. Назовем эту часть тамбуром. Он занимает меньшую часть хозблока. Так будет удобно хранить технику, которая используется в данное время. Вот такое универсальное строение получилось.
перегородками, окнами и дверьми можно играться как угодно, чтобы получить помещение для своих нужд. Мне осталось только поставить дверь и хочу сделать маленькое окно для естественного света. Крышу пока накрыл подкладочным ковром для гидроизоляции, он остался тоже от строительства дома. А уже финишным покрытием буду заниматься, вероятно, весной. Главная задача по разгрузке мастерской на сегодня выполнена. Кому понравился такой хозблок, вся информация по чертежам будет в телеграм-канале, так что переходите и следите. А на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!